Всем привет! Сегодня мы возьмем обычную LED-лампочку и попытаемся превратить ее в настоящую ТВ-антенну. Звучит как фантастика, но ведь все великие изобретения когда-то оказались невозможными. В этом ролике я покажу процесс от начала до конца. Как разобрать лампочку, какие хитрости применить и что из этого выйдет. Досмотрите до конца, чтобы узнать, удастся ли нам поймать бесплатные каналы. Подписывайтесь, если любите подобные эксперименты, и ставьте лайк, мне будет приятно. Для антенны нам понадобится коаксиальный кабель и LED-лампочка от 18 Вт и больше. На коаксиальном кабеле мы снимаем 10 см шкуры. Будьте осторожны, не прорежьте оплетку, оплетка очень важна в этой антенне. Сняли шкуру и распутываем оплетку. Оплетку нужно будет связать в косичку. И кстати, кто-то скажет, что лампочка нужна только для света, но разве интересно жить по правилам? Некоторые серьезные инженеры наверняка вздрагивают от одного упоминания антенны из лампочки. Ну, а мы пойдем своим путем. Связываем оплетку в косичку. И снимаем изоляцию с центрального проводника. Это будет у нас два контакта. Один будет стоять на оплетке, второй на центральном проводнике. Многие считают это безумием, но иногда такие абсурдные проекты часто дают самые удивительные результаты. Теперь нам нужно вытащить внутренности LED-лампочки. Колбу мы сняли заранее, и теперь поддеваем плату LED-лампы и вытаскиваем ее. Кто бы мог подумать, что внутри LED-лампы кроется потенциал для приема ТВ-сигнала, но мы сможем подпитаться к ее блоку. И через эти два контакта мы сможем поймать бесплатные ТВ-каналы. Теперь нам нужно разобрать цоколь, снимаем нижний контакт, поддевая его ножичком или маленькой отверточкой. Из нижнего контакта мы должны сделать вводное отверстие. Знаю, что у кого-то бомбанет от мысли, что лампочка может ловить ТВ-каналы, но давайте немного расширим сознание. Надеюсь, этот ролик посмотрят те, кто любит новые способы словить сигнал, а хейтеры пусть веселятся в комментариях. Канцелярским ножом у меня не получилось сделать отверстие, поэтому прибегнем к помощи отвертки. Берем маленькую отверточку. И нам нужно с нижнего контакта удалить все лишнее. Поддеваем посадочное гнездо и удаляем его оттуда. Отверстие очень узкое, поэтому берем отвертку большим диаметром. И расширяем отверстие. Кстати, если вы считаете, что я все делаю не так, вы не одиноки, но по крайней мере у меня есть лампочка и смелость. Это легко делается сверлом, но у меня его нету под рукой, поэтому эта отвертка прекрасно справится с этой задачей. Аккуратными, плавными, вращательными движениями мы приходим к истинной гармонии, и наконец-то мы делаем отверстие нужного диаметра. Теперь в это отверстие мы должны пропустить наш коаксиальный кабель. Продеваем аккуратно, чтобы не повредить оплетку. Теперь требуется укоротить жилы. Оставляем сантиметра по 2. А в это время у нас греется паяльник. Прежде чем говорить, что это бред, попробуйте сделать то же самое. Может, вы откроете свой путь к бесплатному телевидению. Теперь самое важное действие в нашем эксперименте. Мы должны припаять коаксиальный кабель к блоку управления ледовской лампочки, где к плюсу мы припаиваем центральный проводник, к минусу оплетку. Лудим контакты. Наносим на контакты немножко олова для того, чтобы правильно связать наши проводники. Если бы Эдисон увидел, как я использую лампочку для приема ТВ, он бы сказал: я не ожидал, что ее будут крутить так буквально. И, кстати, Стив Джобс любил говорить о пересечении технологий и искусства. Наш эксперимент – явный пример ArtEdge. Разве нет? Последнее приготовление к пайке. Мы должны запаять все с первого раза, дабы не перегреть блок. Легким движением паяльника мы запаиваем центральный проводник к плюсовому контакту блока. С оплеткой дело обстоит сложнее. Нужно пропаять ее так, чтобы она не разлохматилась. Подводим оплетку к минусовому контакту блока. Хорошенько лудим.
и легким движением мы пропаиваем ее оловом. Ломоносов, кстати, открывший закон сохранения материи, мог бы сказать: не бойтесь экспериментировать с преобразованием лампы в антенну, материя и энергия только переходят из одного вида в другой. По видео вы скажете, что это все довольно-таки легко, но поверьте, это все видеомонтаж. На деле все довольно-таки непросто. Запаять с первого раза получается не у каждого. Тесла когда-то говорил, из хаоса может родиться новая энергия. Думаю, он бы оценил наш беспорядок с лампочкой. Вдохновившись этими словами, нам нужно изолировать контакты, чтобы они не соприкасались друг с другом. Плюс мы изолируем красной изолентой, а минус синий. Аккуратно проклеивая полностью весь контакт, чтобы оплетка не дотронулась до центрального проводника, чтобы не было помех. Так как если будет меньше помех, значит мы больше сможем поймать каналов на нашу лампочку. Секрет силы этой лампочки кроется в ее внутреннем блоке преобразования тока. Он принимает переменный ток и превращает его в постоянный. Теоретически, именно из-за этой схемы сигнал может очиститься от части помех, которые обычно гуляют по электросети. Как результат, четкое изображение и минимум шумов. Да, звучит невероятно, ведь мы изначально не создавали лампу для приема телесигнала. Но практика показывает, что встроенный драйвер лампы может работать как своеобразный фильтр. Стоит ли этому удивляться? Сами подумайте, если он способен стабилизировать питание для диодов, то почему бы ему не придать сигналу дополнительную устойчивость? В конце концов, наука — это набор интересных совпадений, которые мы проверяем экспериментальным путем. Теперь наше соединение готово, и нужно лампочку собрать в обратной последовательности. За прием сигналов будет отвечать два контакта, которые проходят через блок преобразования тока. Как говорил Генри Форд, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ну что ж, значит мы на правильном пути, пусть даже лампочка для другого. Теперь на обратном конце мы должны поставить фишку для подключения к телевизору. Делается это очень просто, справится даже ваша жена. Зачищаем внешнюю оболочку, отгибаем оплетку, снимаем с центрального проводника изоляцию и ставим фишку. Самое крутое в этих экспериментах – это реакция людей, которые уверены, что так не работает, а мы возьмем и докажем обратное. Главное верить, что даже из простой лампочки можно сделать нечто удивительное. Возможно, в этом весь секрет. Вся магия подобных лайфхаков в том, что если сработает, мы получим дешевое решение, а если нет, ну мы хотя бы весело провели время. Но будьте уверены, эта лампочка будет ловить очень много каналов и в кристально чистом изображении. Идем проверять. По классике будем подключать через TV-Tuner, чтобы вы потом не заявили, что у меня все работает через интернет. Подключаем TV-Tuner к сети. Подключаем HDMI кабель от нашего монитора. И включаем антенну. Ну что ж, друзья, как видите, каналы действительно пошли. Лампа, которая еще недавно освещала комнату, теперь помогает ловить ТВ-сигналы. Кто бы мог подумать, что в ней скрыт такой потенциал. Мне самому непривычно видеть такие результаты, но это еще раз доказывает, нужно пробовать то, что кажется нереальным. Если вам понравился этот эксперимент, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще больше неожиданных лайфхаков и самоделок. А если у вас есть идеи для новых роликов или советы по улучшению, обязательно напишите в комментариях.